Всем привет! Я сегодня расскажу про очень интересный парфюмерный дом, называется он Byredo. Расскажу про самые-самые популярные ароматы этого парфюмерного дома, и перед каждым ароматом буду рассказывать небольшую историю создания его. У меня есть набор пробников от Rendezvous. Здесь 8 пробников, 3 аромата из этого пробника у меня есть во флаконах. Итак, сегодня буду рассказывать про такие ароматы. Balda Africa, Flowerhead, Black Saffron, Pulp, Mojave Ghost, La Tulipe, Gypsy Water, Библиотека и Blanche. Расскажу, довольна ли я всеми этими ароматами и не жалею ли я о покупке. Я начинаю с истории создания. Бренд Byredo необычный, концептуальный, философский. Название аромата произошло от слова Byredoland, что переводится как «благоухать». Также это название интерпретирует как необязательные ароматы. Бренд шведский, основан он Беном Горхамом. Получив профессиональный успех в баскетболе, Бен решил попробовать себя в парфюмерии и в 2006 году основал в Стокгольме парфюмерный дом Byredo. Сначала парфюмерный дом Byredo специализировался на выпуске ароматических свечей, а затем линейка расширилась и появились флаконы с духами. Первые духи у Byredo были выпущены в 2008 году и получили они название в честь города в Индии. У этого парфюмерного дома флаконы стильные, лаконичные, в стиле минимализма. Стиль их скандинавский навеян блоком черных азиатских чернил. Бен когда-то услышал, что разные эмоции и впечатления можно передавать не только через живопись, но и через ароматы. Услышав это, он очень вдохновился и понял, что нашел свое предназначение. Название Byredo еще вкладывает в себя смысл передавать эмоции и чувства. Духи являются нишей, поэтому нишевую парфюмерию с первого раза, как только вы послушали аромат, лучше не приобретать, походить с ним какое-то время, посмотреть, как он раскрывается на коже. Можно приобрести вот такие вот пробники, они очень удобные. Их хватит, на мой взгляд, чтобы понять, аромат этот ваш или нет. И потом уже только приобретать. Я отношу эти духи к акварельным, потому что на моей коже они звучат полупрозрачно. Только один аромат, который я слышу в течение дня, я о нем, конечно, буду рассказывать сегодня в этом видео. И я начинаю с описания первого аромата. Это популярный аромат у Byredo, называется он La Tulipe. Этот аромат, конечно, про тюльпан, как вы, наверное, догадались. Здесь есть артикул La в самом начале, поэтому речь идет о французском тюльпане. Также это название сопоставимо с легендой аромата. Среди почитателей тюльпанов были короли Франции, и устраивались праздники в честь тюльпанов. Аромат относится к цветочным. Ноты здесь фрезии, цикламена, ревеня, розового тюльпана, зеленых нот, древесных и ветивера. Аромат – символ возрождения весны. Сад полный тюльпанов, который начинает раскрывать свои бутоны. Аромат начинается с цветения фрезии и грациозного цикламена. Затем происходит погружение в сад тюльпанов и завершает эту композицию зеленые ноты и ветивер. Самое привлекательное в этом аромате для меня – это начальное звучание. Для меня этот аромат – это когда я подхожу к тюльпанам, притрагиваюсь к ним, закрываю глаза, утыкаюсь в бутон до тычинок и на минуту отстраняюсь от насущных дел. La Tulipe можно отнести к ароматам чистоты и свежести. Кто-то в этом аромате не слышит тюльпан с самого начала. Я слышу эти тюльпаны, но на моей коже они быстро уходят и преобразуются в аромат чистоты и свежести. Еще здесь есть такая нотка мыльная. Этот аромат напоминает аромат Blanche, о котором я буду дальше рассказывать. Сам аромат очень нежный. Я представляю La Tulipe хрупкую молодую девушку, которая несет букет тюльпанов маме или своей первой учительнице. Кому-то в этом аромате слышится сирень, а не тюльпан. А я с самого начала хорошо представляю этот тюльпан с зеленым стеблем, на листочках капельки воды. В La Tulipe есть припудренность и сладость. Но для меня все-таки это фантазия на тему тюльпанов, потому что мыльность этого аромата мне не дает сказать, что здесь тюльпан натуральный.
Сам по себе аромат легкий, он хорошо сложен. Вот древесные ноты, которые заявлены, я их не чувствую здесь. Я бы допустила в La Tulipe в уходовой косметике, например, в отельной линейке кремов. Хотела бы я пахнуть La Tulipe ежедневно? Не уверена. Еще из минусов: на моей коже он пропадает через 4 часа. Для нишевой парфюмерии это мало. Подытожу аромат La Tulipe. Аромат нежный, для тех, кто хотел бы пахнуть просто чистотой и свежестью. Я очень люблю сладкие ароматы. На себе в ближайшее время ароматы чистоты не представляю. Они меня пока не интересуют. Возможно, я заинтересуюсь ими попозже. Но для тех, кому нравятся такие духи, то вот La Tulipe как один из вариантов. Тем более он действительно очень популярный. Второй аромат, это второй или третий по популярности аромат у линейки Byredo. Он конкурирует с ароматом Gypsy Water, о котором я тоже буду рассказывать обязательно в этом видео. Это аромат Mojave Ghost и переводится как «пустынный призрак». Унисекс, выпущен он в 2014 году. Ноты здесь сандала, амбретта, магнолии, фиалки, нота саподила, амбры и кедра. Mojave Ghost – это аромат красоты и стойкости цветка пустыни. В дикой засушливой местности Южной Калифорнии очень редко встречается цветок, который бы цвел. Как гласит легенда, этот цветок то пахнет, то запах у него пропадает. И ученые предположили, что таким образом этот цветок привлекает к себе насекомых. Говорят, что этот цветок мерцает разными гранями. Я здесь с самого начала слышу ноты груши с мускусом. Звучит здесь она очень ярко и игриво. Я думала какое-то время, вот с чем у меня ассоциируется Mojave Ghost. Он вообще аромат такой непростой. И пришла к выводу, что аромат для меня аромат сухофруктов и сочетание аромата мускуса с амброй. Мускус терпкий. Очень хорошо его здесь слышу. Есть здесь и свежие нотки. Mojave Ghost рисует картину, представляет таким пышным цветком с тоненьким стеблем. Еще у меня с Mojave Ghost почему-то, так как я любитель диснеевских мультиков, у меня произошла ассоциация с Покахонтас, которая пела песню «Цветами ветра рисовать». Здесь еще я очень хорошо чувствую сандал. Сандал — это экзотический фрукт, как инжир и финики. Сердце духов здесь цветочное, с древесными нотками и индийского сандала. С самого начала Mojave Ghost ощущается как яркий, сочный, тропический аромат. Груша, дыня, кому-то слышится персик и сухофрукты. А потом подключаются древесные ноты, которые мне хорошо здесь чувствуются. В холодное время у Mojave Ghost выступает очень ярко фиалка, а в теплое время пьянящие ноты аромата магнолии и древесины. Многие этот аромат сравнивают с ароматом Chanel Chance Tender. Аромат заявлен как унисекс, но мне больше он видится по направлению женский. Аромат, конечно, по-своему красивый, у него очень большое количество поклонников. Я не разделяю всеобщей любви, у меня был флакон, и я его отдала. Но он перебивает мое «я». На моей коже он раскрылся вот какой-то такой телесностью. Это, я понимаю, вот такая нота амбретта, но не смогла его носить. Рассталась с ним с легкой душой и совершенно не жалею. Хотя аромат очень интересен тем, что он действительно как призрак. Он играет в прятки с вами. Он то есть, то его нету. И когда я в течение дня как-то думала, что он уже прошел, когда вот двигала рукой, то аромат снова появлялся, я снова слышала его. Шлейф у него притягательно красивый и стойкий. Аромат мистический. Вот для меня он загадочный. Со стороны он очень многим нравится, собирает много комплиментов. Подвожу итог Mojave Ghost. Получился аромат очень интересным. Достойный аромат, просто не мой. Это был популярный аромат Mojave Ghost. Третий аромат, называется он Pulp. И у меня есть целый флакон его, 50 мл. Pulp переводится как мякоть. Это очень противоречивый аромат у Byredo, но в то же время очень популярный. Выпущен он в 2008 году и заявлен он как унисекс. Сразу хочу сказать, что на мужчинах его совершенно не представляю. Здесь ноты черной смородины, бергамота, кардамона, инжира, красного яблока, тиара, пролине, персика и кедра. Аромат Pulp появился один из первых у парфюмерного дома Byredo. Это выбор для тех, кто устал от будничного однообразия. Эта композиция сформулирована на ягодно-фруктовой корзине из разных стран. Для меня Pulp — это фрукты на грани спелости.
Противоречивый этот аромат, я думаю, потому что с самого начала он очень кричащий, интенсивный и сильный. И он с самого начала может оттолкнуть. Вы знаете, что это звучание потом смягчается. Не такой вот он резкий на коже. Чувствую здесь после распыления с самого начала очень хорошо зеленую ноту, как зеленый стебель. Также в пальпе прослеживается игра смородины, бергамота и кардамона. Ягоды здесь кисленькие. Мне представляются здесь преимущественно темные ягоды, когда вот к ним дотрагиваешься, и от такой спелости у них вытекает сок. Кому-то видится этот аромат как подпорченные ягоды. Я на себе очень прекрасно, что не ощущаю этого. Для меня он ассоциируется как фрукты, которые долго лежали на солнце. Нравится мне за то, что он жизнерадостный, бодрый, заряжающий, и не нравится одновременно своей стойкостью. Но 5 часов для нишевой парфюмерии тоже как-то маловато. Хочется его слышать больше на коже. Пальп сравнивают с ароматом от Dolce & Gabbana Императрица. Ну, не знаю. Пальп очень насыщенный и преимущественно ягодный. Но Императрица, она очень, конечно, узнаваемый и избитый такой уже аромат. Пальп он необычный, я бы вот не сказала, что я постоянно его слышу на ком-то. С пальп у меня на коже такое остается сладкое послевкусие, но в самом финале у меня он замыливается. В целом пальп очень интересный аромат, но мне кажется, что он больше для себя любимый. Конечно, он летний очень, если вы хотите слушать ягоды на себе. Вот пальп один из вариантов очень интересных, и он тоже очень-очень популярный. Многие девушки его выбирают. Я, конечно, не обещаю, что вы будете получать какое-то невозможное количество комплиментов с ним, но интерес пальп точно вызывает. Не скажу, что это любимый. Когда мне хочется какой-то ягодности, какого-то такого свежачка и бодрости, хожу с пальпом. Если у меня не будет его в коллекции, то я как-то особо не расстроюсь. Но, в принципе, он у меня есть и тоже неплохо. Как-то вот так вот. Это был аромат пальп. Очень популярный. Четвертый аромат, это самый-самый-самый популярный аромат у Байрета. Называется он Бал де Африка. Переводится как африканский бал. Это аромат унисекс, и относится он к восточно-древесной. Выпущен он в 2009 году. Ноты здесь бархатцы, лимона, черной смородины, бергамота, африканского апельсина, фиалки, цикламены, мускуса, жасмина, амбры и вирджинского кедра. Как часто бывает у популярных ароматов, когда слышишь его повсюду, то интерес потом пропадает. У меня интерес к африканскому балу разгорелся где-то полгода назад, зимой. Я выбирала между Мохаве Гост и Бал де Африка, выбрала Мохаве Гост, приобрела, уже рассказывала раньше, пожалела, отдала его. Слетал он с моей кожи через 4 часа и вообще не прониклась. Месяц назад я к нему подошла и очень сильно его захотелось мне приобрести, что я и сделала, совершенно изменила к нему свое отношение. Бал де Африка полюбила с наступлением жары, он потрясающе раскрывается в теплое время. Создание этого аромата навеяно торжественными приемами знати в тропических лесах Африки. На этих приемах смешивались культуры Парижа, Индии, в общем, разных абсолютно культур, с ароматами природы Черного континента. А еще этот аромат навеян временем 20-х годов прошлого века. В клубах и кабаре царило увлечение африканской культуры. Есть еще такое предположение, что Бен создал этот аромат в честь своего отца, который долгое время работал на просторах Африки. В стартовых нотах африканского бала ощущается травянистость лука ветивера, слышен цитрусовый вихрь, а затем подключаются бархатцы и черная смородина. Кедр и мускус делает этот аромат богаче. Благоухание фруктов и цветов просыпается от тропического дождя. Он похож на тропический ливень, благодаря которому ягоды и фрукты становятся сильнее. Цитрусы здесь кружатся в легком танце. Здесь очень хорошо чувствуются бархатцы. Нетривиальный абсолютно аромат. Создателем его, кстати, является известный парфюмер Джером Эпинетти, который создал нашумевший аромат Mango Skin. Аромат элегантности и женственности, который идеально подойдет на лето. В нем есть сладкая горчинка. В середине аромат немножко запудривается. Также здесь прослеживается очень хорошо ананас и кедр. Ассоциация черного чая с бергамотом. Африканский бал уносит в танец. Аромат сексуальный, универсальный, очень сложно сочиненный. Его хочется разгадывать. Вот как говорится, аромат в пир и в мир.
Потрясающий просто аромат. С удовольствием ощущаю его на себе постоянно. Аромат мой. Без комплиментов не остаюсь. Хочется им поливаться и поливаться. Дайте мне ведро этого волшебного и чудесного зелья. У меня 100% попадания с ним. Влюбилась, и мне кажется, что это надолго. Если он мне надоест, то это произойдет еще очень не скоро. Если вы только знакомитесь с парфюмерным домом Byredo, то попробуйте его одного из первых. Во-первых, для того, чтобы создать свою картину, почему его все так хотели и хотят. Ну а во-вторых, сам по себе просто аромат очень достойный. Итак, это был аромат Balda Africa, самый популярный аромат, и знаете, не зря. Популярность его оправдана, я считаю. В общем, снимаю шляпу перед Беном за фантастический аромат Balda Africa. Пятый аромат, и он тоже популярный, называется он Blanche. Относится он к цветочно-альдегидным и выпущен он в 2009 году. Ноты здесь альдегиды, розы, розовый перец, пион, мускус, древесные ноты и сандал. Бен говорил: я задумал Blanche как консистенцию белого цвета. Впервые при работе о композиции я думал о конкретном человеке, это моей девушке. Создавал я аромат про нее и для нее. Ей очень нравится то, что я делаю, но она практически не пользуется духами. После рождения нашей дочери я нашел ту безупречную формулу, которая смогла отразить в аромате невинность и чистоту моей любимой. История аромата просто потрясающая. Мне кажется, это очень трогательно. Blanche — это утренний рассвет, когда все только впереди. Здесь очень красивая база, пион, розовый перец. Аромат очень тихий, транслируется через него спокойствие. Аромат чистоты и свежести. У меня ассоциируются эти духи с горничной и со свежим чистым бельем. Если представлять девушку, то с этим ароматом у меня ассоциируется, который находится в домашней обстановке, преимущественно с спокойным ритмом жизни и интерьер в светлых тонах. Пахнет Blanche чистым хлопком и совсем чуть-чуть, если добавить стирального порошка. Еще ассоциируется аромат со свежепостиранными полотенцами. Свежий, но немножко мыльный аромат. Розовый перец здесь добавляет остринку. Я бы пшикала им подушку и одеяло перед сном. Еще я бы пользовалась им, когда выходила бы из душа. Мне кажется, что история Бланша не про то, когда ты сразу влюбился в аромат. К нему нужно привыкнуть, его нужно понять. На себе я совершенно его не представляю. Аромат свежести для меня скучен и монотонен. Шлейфа особо не заметила, стойкость средняя. Комплименты он... не сказала бы, что получает много. В прохладе, кстати, звучит очень приятно. Еще Blanche у меня ассоциируется с кипельно-белыми выглаженными рубашками. Blanche похож на Juliette Hessegan, аромат нота парфюм. В целом про Blanche я могу сказать, что он приятный своей свежестью. Конечно, он подойдет для любителей по направлению свежести и чистоты. Он похож на La Tulipe. Если их сравнивать, я бы выбрала La Tulipe, потому что там оттенок тюльпана есть. Но у аромата есть свои поклонники, их немало. И он, кстати, находится в топе 5 ароматов у Byredo. Дальше я расскажу о очень атмосферном и интересном аромате. Называется он «Библиотека». Аромат унисекс и относится он к цветочно-древесно-мускусным. Выпущен в 2017 году. Ноты слива, персик, фиалка, пион, кожа, пачули, ваниль и мускус. Одного пшика достаточно, чтобы окунуться в атмосферу подвешенного времени. Запах страниц в кожаных переплетах, разложенных на полках из темного дерева. Аромат «Библиотека» у Byredo был представлен только в ароматических свечах, но было очень много запросов на создание таких же духов. Byredo активно зашел в Россию с библиотекой, и не зря, ведь наша страна считается одной из самых читающих в мире. «Библиотека» — это винтажный аромат. Стартует он перезрелыми фруктами. С самого начала я слышу сладкий аромат бархатного персика и сливы, который пронизывает воздух, предшествуя звучанию сухого цветочного букета пионов и фиалки с оттенком мускуса. Аромат трансформируется из мякоти фруктов в что-то такое бальзамическое. В чах я бы, наверное, не очень бы хотела такой аромат. А в парфюме он очень приятный, все же специфический. Он очень атмосферный, с густым и обволакивающим звучанием. Фрукты здесь перезрелые и ощущается сладость их. Ничего подобного мне не встречалось ранее в парфюме. И есть такая кожаность в нем. Аромат аристократии. Представляется на творческих, богемных людях.
Элегантный, и он видится мне исключительно на более взрослых, таких зрелых личностях. Красивый и породистый, но не для всех. Любители люкса, скорее всего, могут его не понять. У меня он ассоциируется с камином, бокалом вина, и рядом находится книжный шкаф. Гладкий аромат сам по себе. Местами слышится помада. Пудровость вот ощущается его. И не вижу его на каждый день. У окружающих он вызывает спокойные чувства. Он заряжает спокойствием. Что касается меня, то я скорее хочу больше ощущать его на ком-то, чем на себе. Вот у меня есть пробник, я слушаю его редко, конечно, и пока, в принципе, мне этого достаточно. Это хорошая попытка передать аромат библиотеки. Мне вполне себе представляется. Ну уж я не говорю, конечно, про аромат прям старых книг. Ну, в общем, интересный аромат библиотека. Седьмой аромат — это Gypsy Water, переводится как цыганская вода. Это второй или третий по популярности аромат. Они конкурируют с Mojave Ghost. Сразу скажу, что для меня на втором месте Gypsy Water. Это унисекс, относится он к древесно-фужерно. Выпущен он в 2008 году. Ноты можжевельника, бергамота, лимона, иглы сосны, ладан, корень ириса, сандал, ваниль и амбра. Это древесно-травяной аромат, немного с дымно-бальзамическим травянистым эффектом. В двух словах Gypsy Water — ванильно-сандаловый аромат с можжевельником. Лесное волшебство, лесная красота. Передается и чувствуется в нем цыганский дух свободы и независимости. Первые ноты у него очень свежие, будто вы сделали вдох в хвойном лесу. Словно ты далеко от цивилизации. Слышится что-то такое хвойное, сладковатое, с ветивером, где где-то вдали догорает костер. Яркий цитрус освежает можжевельник, и аромат превращается в аромат еловых иголок. Нота ириса здесь придает ему загадочность. Цитрусы здесь сдобрены перцем, и красивое звучание можжевельника и деликатный ирис с ванилью, который придает этой композиции сладость. Все это сглажено амброй на сандаловой подложке. Я его слышу на своей коже очень отдаленно. Gypsy Water — это тот случай, когда я хочу включить громкость. На моей коже он растворяется почему-то. Слышу такую дымность его, и он близко сидит к коже. То есть вот любителям длинных шлейфов не к цыганской воде. Но окружающие на него реагируют. Комплименты много получает цыганская вода. И узнают название духов. Цыганская вода — аромат философский, концептуальный. Очень ладно он скроен. Я первый раз услышала его на молодом человеке. И мне он очень понравился, как звучит на мужчинах, но и на девушках тоже красиво звучит. Он вообще сам по себе очень красивый. Он очень необычный, и этим он привлекает очень многих. Его я точно приобрету в свою коллекцию. Не несет аромат спорных нот в композиции. Если бы мне нужно было охарактеризовать в двух словах цыганскую воду, то я бы сказала, что это аромат хвойного леса с ванильным окончанием. Многие уже влюбились в него, и я в том числе. Советую его включить в список прослушивания. Те, кто ищет что-то в Байреда. Это был Gypsy Water. Это предпоследний аромат. Это Black Saffron. Переводится как черный шафран. Черный шафран — это попытка глубоко раскрыть свои знания о шафране. Богатый пряный запах шафрана напоминает ему о детстве. Бен делится этими счастливыми моментами с поклонниками его творчества. Выпущен он в 2014 году, относится он к унисексу. Ноты здесь грейпфрута, ягоды можжевельник, шафрана, фиалки, кожаные аккорды, роза, кашемаран, малина и ветивер. Шафран является одним из символов Индии, а также является символом богатства и власти. И священная пряность для всех индусов. Бен говорил: я унаследовал от своей матери особое восприятие его аромата, вкуса и цвета. Шафран был всегда частью меня и моей наполовину индийской души. Создание аромата Black Saffron меня вдохновила идея о единстве аромата и вкуса шафрана. Композиция открывается свежими нотами азиатского грейпфрута и можжевельных ягод, которые становятся мягче, когда к ним добавляется золотой шафран. Фиалка изящно переливается с кожей, дает сухое звучание, наводящее на различные размышления. Древесные ноты изящно, тепло и гармонично перекликаются со вспышками малины и ветивера. Клеопатра шафран использовала в своих афродизиаках.
Это древесно-кожаный уд с нотками малины. На первом плане здесь шафран. Black шафран открывает мир пряности Востока. Это кожаный аккорд и дымный гаитянский ветивер. Ноты здесь очень хорошо ощущаются в фиалке. Мне представляется вечеринка на крыше дома, и сверху накинута кожаная куртка. Больше женский, мне кажется, чем мужской, хотя заявлен унисекс. Вот из-за этой малины аромат сладкий все-таки преимущественно. Шлейф очень красивый, с томной вуалью шафрана, но тоже на мне недолго держится. А еще мне представляется какой-то кожаный салон, и на сиденье лежит коробочка с малиной. Немножко отдает бензиновыми нотками, правда. Его некоторые ругают за это. С самого начала я тоже ощущаю эту ноту, но потом она сглаживается и пропадает. Аромат переливается и играет своими интересными нотами. Немного дерева, немного дыма, и в нем есть легкая горечь. Стартует он очень ярко, кожей, какой-то замши, шафраном. Далее он смягчается и выпускает аромат малины. Black шафран на грани гурманского, но больше пряный. Подытожу Black шафран и скажу, что это очень красивый кожаный аромат. Аромат нашел своих поклонников. Сам аромат безусловно приятный. В послевкусии, шлейфе у него малиновая такая дымность сладкая. Малина, кожа, шафран и дымность. Если вам это нравится, то Black шафран подходит под эти критерии. У меня есть целый флакон. Я его использовала пока чуть-чуть. На лето я его особо не чувствую, поэтому пока его отставила, слушаю его в прохладе. Совершенно чудесный и приятный аромат. Это был Black шафран. И я перехожу к последнему аромату. Называется он Flower Head. У меня аж 100 мл флакон, вот как он мне понравился, до невозможности просто. Хотя сразу оговорюсь, я вообще не люблю цветочные ароматы. Выпущен этот аромат в 2014 году, относится к цветочным. Flower Head переводится как «голова в цветах». И был создан Беном при посещении индийской свадьбы, где новоиспеченных супругов осыпали с ног до головы цветами. Ноты здесь семена ангелики, сицилийский апельсин, клюква, дикий жасмин, тубероза в росе, лепестки розы, нежная замша и амбра. Здесь слышно благоухание цветов и сочность их листьев. Аромат натуральный и живой, как будто я постоянно держу в руках букет цветов. Такие здесь белые цветы, красивые со свежестью. Натуральное звучание белых цветов, замши и зеленых нот. А раскрывается он нежной туберозой, инжиром и диким ветивером. Жасмин здесь на первых порах во всей этой красивой композиции. Композиция уносит цветочные поля. Мне представляется на голове сплетенный венок из одуванчиков. Дополняет этот образ летящее или плетеное какое-то платье. Роза звучит здесь скромно, это лепестки, а не бутоны. Тубероза здесь органичная. Многие недолюбливают за громкое ее звучание, но здесь она себя хорошо ведет. Он цветочный, возможно, может быть, на что-то похож, но не заезженный аромат. Ни к чему не обязывающий весенний аромат. До конца дня его ощущаю. Это, пожалуй, единственный аромат. И вот Балда Африка тоже хорошо, я слышу его на себе. Но Flower Head вообще всех побеждает в стойкости, а второй день слышу его на волосах. Он не такой популярный, как все ароматы, о которых я рассказывала до него, но очень-очень интересный. И вот видите, я такая любитель сладостей. Это единственный аромат, который мне захотелось приобрести. И услышала я его первый раз вот в этом пробничке. Кому посоветую Flower Head? Те, кто любит цветочные ароматы, прекрасный кандидат Flower Head. В Рандеву я еще купила пробнички молекулы. Многие любят эти духи. Поэтому, уж не знаю, следующий или не следующий, но в ближайшее время будет видео о молекулах. Спасибо большое за ваше внимание. И традиционно говорю до встречи и желаю всем хорошего настроения. Пока!